Добрый вечер, мои дорогие! Рад всех приветствовать. С вами снова Юрий Пузыревский, и сегодня мы поговорим про прокрастинацию. Можете писать свои вопросы, свои комментарии, делиться этим эфиром. Буду рад любой активности вас в нашем чате. И сегодня мы активно пообщаемся на тему того, что же заставляет нас откладывать важные дела на потом и почему мы так поступаем. Сегодня раскрою вам много причин. В каких-то причинах вы найдете себя, в каких-то причинах вы себя не найдете, но тем не менее я уверен, что мы сегодня с пользой проведем это время. Мое дежурное, попрошу вас оценить качество картинки и качество звука по шкале от 1 до 10. Дайте обратную связь, как видно и как слышно, и будем разбираться с нашей прокрастинацией. Почему же мы так тщательно порой откладываем дела на потом? Дайте обратную связь, чтобы я понял, что я не говорю в пустоту. Дайте оценку по шкале от 1 до 10 по качеству трансляции, картинка и звук. Самое главное звук, чтобы вы меня хорошо слышали. Добрый вечер. Вижу, у нас участники начинают появляться, что не может не радовать. Итак, мои дорогие, жду еще ваших. Так, Наталья написала 10. Отлично, отлично. Рад вас всех видеть. Несмотря на поздний час, вы присутствуете на этом прямом эфире, и, наверное, тому есть определенная причина. Я вижу здесь две причины. Вы просто любите со мной общаться. Это первая причина. А вторая причина: вам не безразличны ваши цели, и вам не безразличны ваши дела. И это значит, что сегодня вы, потратив это время на этот прямой эфир, получите определенную пользу и разберетесь в своих причинах, ну и найдете способы, как эти причины изменить, проработать. Как мы построим сегодня наше общение? Жду еще вашу обратную связь по поводу картинки и звука. От 1 до 10 оцените. И будем начинать. Как мы поступим сегодня? Сегодня я вам дам ряд причин, 9, может быть 10, почему вы можете откладывать дела на потом. И дам несколько способов, как эти причины можно проработать, как эти причины можно изменить и, наконец, сдвинуть свои дела с мертвой точки. Я думаю, многим это хотелось бы реализовать. Реализовать свои планы, реализовывать свои планы, достигать своих целей. Это на самом деле очень ресурсно, когда ты понимаешь, что ты двигаешься к какому-то результату и понимаешь, что твоя жизнь становится от этого лучше. Поэтому давайте друг друга поприветствуем плюсиками в нашем чате. Спасибо вам за обратную связь. Я вижу, что картинка на 10, звук, наверное, тоже на 10. Я надеюсь, что вы меня хорошо слышите. И давайте поставим плюсики и лайки этой трансляции, чтобы у нас стало больше людей. И, соответственно, таким образом друг друга поприветствуем. Для начала, с инетом не очень. Отлично. У вас с инетом не очень. Ну, в Ютубе, насколько я знаю, можно сделать качество трансляции похуже. То есть картинка будет похуже, а звук будет транслироваться как положено. Ребят, давайте поддержите друг друга, поставьте плюсики в чате, чтобы друг друга поприветствовать. Я хочу вас попросить, чтобы вы сейчас оценили свое состояние по шкале от 1 до 10, где 10 я полон сил, полон энергии, а 1 я уже почти засыпаю. И вообще, Юрий, побубни тут что-нибудь, чтобы мне спалось хорошо. Ребят, вижу ваши лайки, спасибо за то, что ставите. Всегда это ценю. Также можете делиться этой трансляцией с теми, кому она может оказаться полезной. И мы будем начинать. Жду ваших оценочек с самого себя, как вы себя чувствуете по шкале от 1 до 10. И буду рад с вами продолжить это общение. Друзья, жду вашей обратной связи, жду вашей собственной оценки своего состояния. И будем начинать. Я еще поспособствую продвижению нашей трансляции, отправлю ее в наш чат, нашу флудилку канала Юрий Пузыревский НЛП Практик. И буду ждать. Ну, наверное, 9. Но готовлюсь ко сну, завтра на работу. Супер. Хорошо. Рад вас всех
видеть. Ну что, начнем разбираться с причинами прокрастинации. Кто хочет разобраться со своей прокрастинацией, напишите в чат «Я хочу». Кто хочет разобраться со своей прокрастинацией, напишите в чат «Я хочу». Всем салют, ребят. И оцените свое состояние по шкале от 1 до 10. Как вы сейчас себя ощущаете? Не все выполнили это сложное задание. На самом деле написать «чувствую себя на столько-то» это для взрослого человека это очень сложно. На самом деле так. И это тоже есть причина прокрастинации. А что от этого будет? Если я напишу, все равно же ничего не изменится. На самом деле очень сильно все меняется. Когда вы встраиваете в себя инструмент шкалирования, тогда вы начинаете понимать и получать обратную связь. Что же мне делать для того, чтобы улучшать свое состояние. Это прям очень-очень важно. Что мне делать для того, чтобы улучшать свое состояние. Подключилась к трансляции, ибо сейчас у меня уже месяц пауза в изучении английского. Начала его учить еще весной, не могу продолжить, а очень хочется. Прекрасно вас понимаю, разделяю вашу боль. Но на самом деле, наверное, потому что лето, и есть намного более интересных заданий. Я могу сказать, что если говорить про изучение английского языка, то я по интенсивности своих занятий тоже почувствовал, что я несколько подзабил. Но это ничего не значит, это значит, что нужно отдохнуть, во всяком случае для меня. Хорошо, ребят, ставьте лайки этой прямой трансляции. Всем привет, мои дорогие. Давайте разгоним немного этот прямой эфир, для того, чтобы сегодня активно пообщаться о прокрастинации, разобраться с причинами и найти пути выхода из нее. Буду благодарен вашим лайкам, буду благодарен, если вы будете делиться этой трансляцией с теми, кому она может оказаться полезной. Итак, друзья, напишите, кто готов разобраться с прокрастинацией, кто готов послушать эту лекцию и что-то для себя применить. Напишите «Я готов» или «Я готова». И после ваших сообщений «Я готов» или «Я готова» я начну, собственно говоря, контентную часть, потому что это важно. Мне нужна ваша готовность, чтобы вы были открыты к тому, чтобы разобраться с этим ужасным явлением, которое мы называем прокрастинация. Вижу, я готова, отлично. Юрий, какой рукой делаешь это? Я делаю всеми руками, поэтому все нормально в этом плане. Ребят, если вы будете писать всякую дичь, я буду банить без разбора, буду сразу банить. Если вы сюда зашли просто поприкалываться, то, пожалуйста, идите лесом, как говорится. Я специально сегодня на этой прямой трансляции оставил комментарии не только для подписчиков. Хорошо, мои дорогие, я готова. С физическими занятиями проще, а вот умственный труд иногда вызывает проблемы. Как и творчество, нервный срыв на работе и все, провал, перерыв, который неизвестно, когда закончится. Да, такое бывает. Ребят, ну что, хорошо. Давайте жду еще ваших слов для того, чтобы мы стартанули. Пишите «Я готов», «Я готова», и мы начнем разбираться с причинами. Жду вашей обратной связи. Пишите «Я готов», «Я готова», и будем начинать. Ребят, кто у нас в Инстаграме смотрит, я буду стараться не обделять вас вниманием, но основная трансляция у нас в Ютубе, я буду к вам тоже поглядывать и буду писать. Так, какой-то у нас появился человек, который, видимо, точно не по адресу зашел. Мы его ликвидируем в нашем чате. Ребят, пишите «Я готов», «Я готова» и начнем контентную часть. Давайте еще пару от вас сообщений «Я готов» и «Я готова», и мы начнем. «Я готов», «Я готова», и мы начнем. Жду вашей обратной связи. Очень рад всех видеть. Так, готовы, отлично, хорошо.
Рад, что вы готовы. Итак, первая причина прокрастинации. Первую причину я называю это мечта не стала целью. Сейчас поясню, что это значит. Когда мы ставим цель, у нас есть какое-то конечное видение, какое-то представление результата, которого мы хотим, но мы, как правило, еще и в этом, в нашем воображении, в создании конечного результата, мы еще продумываем несколько аспектов. Мы продумываем, во-первых, путь, как мы это будем делать, а второе, мы продумываем какие-то сроки, когда мне это будет необходимо достичь. Да? Но когда мечта не стала целью, мы ее оставляем на таком уровне, который я называю «было бы хорошо». Вот было бы хорошо, не знаю, выучить английский, было бы хорошо бросить курить, было бы хорошо стать миллионером, было бы хорошо еще много чего. И когда мы оставляем цель на уровне «было бы хорошо», то есть мы не принимаем ответственность за достижение своего результата, и мы оставляем вот на таком уровне, то прокрастинация будет. Мы будем всем рассказывать, что я вот хочу вот такую машину, я хочу бросить курить, я хочу сбросить лишний вес, я хочу выучить английский. Мы будем об этом говорить, мы будем терзать себя вот этими мыслями о том, что я вот этого хочу. Но мы свое «хочу» не перевели в разряд цели, а оставили это в разряде «было бы хорошо». И вот здесь, мои дорогие, у нас идет вот какая история. Мы не приняли ответственность, и мы будем прокрастинировать, потому что мы не решили до конца, что мы будем достигать своего результата. Согласны, что такое есть, согласны, что такое бывает, да? Пока мы думаем о конечном результате в разряде «было бы хорошо», «было бы здорово», если бы еще это кто-то за меня сделал, а я просто насладился результатом, было бы вообще круто. Я вот вообще так люблю всегда, когда кто-то за меня что-то сделает, и все, я просто помечтал. Это было бы круто в идеальном мире, чтобы такое случалось. Но так как мы с вами люди разумные, да, то мы должны осознавать, что в любом случае ответственность за достижение нашего результата, она всегда лежит на нас. И пока мы это не осознаем, у нас будет и прокрастинация. Кстати, мне кажется, что с появлением интернета и обильного количества информации есть очень много вирусов, которые мы себе просто подхватываем. Кто, допустим, там, не знаю, лет 20 назад, ну не 20, давайте мы тут все помоложе ребята, кто лет 10 назад или 12 активно часто слышал слово прокрастинация. Его как такового в обиходе не было, да? Но что происходит? Очень часто происходит такое, что мы слышим какой-то термин, какое-то новое слово, начинаем разбираться, что это слово обозначает, и потом мы начинаем находить в себе симптомы этого, да? Если если у нас врачи присутствуют на прямом эфире, то вы знаете, что когда студенты учатся на доктора, и изучают какие-то болезни, они очень часто начинают находить у себя симптомы той или иной болезни, да, и это по большому счету психология. Поэтому еще нужно запомнить, что прокрастинация, она вообще не всегда и не у всех. Вот это тоже очень важно понимать. Очень часто мы, чтобы оправдать какое-то свое бездействие, приклеиваем на него вот этот ярлычок, приклеиваем на него слово прокрастинация, и потом начинаем всем ходить и рассказывать, что «О, у меня прокрастинация, и чуть ли я не болен, и меня надо лечить, и вообще жизнь боль», да? Поэтому давайте еще разберемся с терминами. Что можно считать прокрастинацией? Прокрастинация – это когда вы откладываете какие-то важные для вас дела на потом и не можете к ним приступить. Но если мы, не знаю, развлекаемся, втыкаем в телефончик, если мы втыкаем в ТикТок, там, в Инстаграм, в Ютуб, и это для нас является развлечением, и это было запланировано у нас, ну вот мы так развлекаемся, да? Или кто-то играет в какие-нибудь мобильные игры, ну и так далее. Если для нас это способ развлечения, и когда мы позанимались этим вдоволь какое-то определенное количество времени,
И когда мы не испытываем неприятных ощущений при этом, когда мы не чувствуем чувство вины, какой-то ответственности, что вот я мог эти 1,5-2 часа вместо того, чтобы там, не знаю, сидеть ковыряться в носу или сидеть ковыряться в ТикТоке, мы не чувствуем вот этой вины, то это нормально, это не прокрастинация. Но если у нас есть важные задачи, если у нас есть какие-то важные вещи, которые мы хотим сделать, у нас есть по большому счету цели, и у нас есть ряд определенных действий, которые нам нужно совершить для того, чтобы эти цели достичь. И если вместо этого мы начинаем заниматься какими-то потусторонними делами, то это уже можно назвать прокрастинацией. Другими словами, мои дорогие, если вы отдыхаете и не чувствуете при этом, не испытываете при этом чувство вины, то все хорошо. Это не прокрастинация, это отдых, он нам всем необходим, он нам всем нужен, и это нормальная история. Но если мы во время отдыха, любого отдыха, развлечения, праздное времяпрепровождение, просиживание штанов и пальцев, всего чего угодно, и глаз в телефонах, если мы в это время переживаем, и спасибо за лайки, ребят, ставьте лайки. В этот момент, если мы переживаем, если мы в этот момент думаем, вот какой я нехороший человек, я вот сейчас могу не сидеть в телефоне, а мог бы делать другие дела, то вот это уже прокрастинация. Вот запомните это отличие. Поставьте плюсик, если всем все понятно. Ребятки, кто в Инстаграме, я вас всех вижу. У нас 2 прямых эфира идет и в Ютубе, и в Инстаграме. Все комментарии буду читать. И очень рад всех приветствовать. Я думаю, что сегодня мы хорошо пообщаемся, и вы получите определенные знания и найдете в какой-то степени причины своей прокрастинации и найдете способы, что самое главное, как их разрешить. Поэтому рад всех видеть, рад вашим лайкам. Но мы продолжим. Первую причину мы разобрали. Первое, это не значит, что она самая главная. Ура, вижу ваши плюсики. Первое, это не значит, что она самая главная, а первое, это значит, что это первая, которую я озвучил. Итак, следующая причина прокрастинации, когда мы не умеем расставлять приоритеты в собственных делах. Очень важный навык современного человека, но если мы не умеем обозначать все то, что для нас первостепенно, то есть мы как будто не понимаем своей иерархии ценностей. То есть мы не понимаем, что для нас ценно и что для нас важно первостепенно. То есть когда у нас вот эта лесенка не выстроена, что для меня важнее, а что для меня менее важно, мы начинаем тоже прокрастинировать. Почему? Потому что у нас просто не остается времени. Мы заняты всеми делами. Мы заняты помощью друзьям, помощью, не знаю, родственникам, всем кому угодно, а потом наши дела мы делаем или ночью, или вообще не делаем, клеим себе ярлык: «О, я прокрастинатор», все, и уходим, не знаю, или консультироваться с психологом, или вообще просто бухать. Поэтому, да, имейте в виду, что вторая причина прокрастинации очень часто это неумение расставить собственные приоритеты. Вижу плюсики, спасибо. Так, вижу комментарий. Чувство вины не мучает. Я отдыхаю после работы с людьми, и я даже избегаю в выходные общения. На работе хватает. Хочется тишины и отдохнуть. Ну, круто, молодец, поздравляю. Хорошо. Следующая причина прокрастинации – это желание, я ее так называю, это желание получить гарантированный результат. Вот нам хочется гарантий, нам всегда хочется гарантий. Любую цель возьмите, освоить какой-то новый навык, получить какую-то, не знаю, материальную цель, не знаю, купить квартиру, купить машину, оплатить учебу детям, сбросить лишний вес, изменить какую-то привычку. Нам хочется, чтобы это было 100% гарантировано. Да? То есть нам хочется, чтобы нам кто-то пришел и дал готовую, может быть, не совсем волшебную, но таблетку, какой-то план. Вот делай 1, 2, 3, 4, 5, и будет у тебя результат. Нам этого хочется. Нам хочется, чтобы мы точно знали, что если мы будем делать действия, то результат у нас будет. Таким образом, мы избегаем
то же самое, мы избегаем, собственно говоря, ответственности. Нам хочется, чтобы кто-то нам дал стопроцентно действующее средство. И когда мы желаем получить гарантированный результат, мы начинаем бездействовать, потому что когда у нас нет гарантии, что вот если я буду заниматься спортом 5 раз в неделю, то я сброшу к такому-то времени лишний вес на такое-то количество килограмм, то у нас не срабатывает вот эта причина следствия. А вдруг не будет такого результата, как я хочу? Или если там, не знаю, откладывать 30% своей зарплаты, то через год ты насобираешь на свой автомобиль или что ты там хочешь купить, да? А гарантии нету. Почему? А вдруг курс валюты изменится, а вдруг ситуация в стране изменится, а вдруг такие машины больше не будут выпускать, а вдруг там еще очень много, а вдруг можно придумать. И, соответственно, это тоже является причиной прокрастинации. Что можно в этом случае делать? Здесь нужно просто прокачать в себе установку, что да, я хочу достигать этой цели, и ответственность полностью на мне. Ответственность полностью на мне, и я буду делать шаги по достижению к своей цели вне зависимости от того, буду я получать стопроцентный результат, либо не буду. То есть здесь нужно принять ответственность и знать, что никто вам в этой жизни ничего не гарантирует. Стопроцентная гарантия есть только на одну вещь. И все вы знаете, что это такое, да? Все мы когда-то умрем. Вот это 100% гарантированно. Вот это вам может гарантировать кто угодно. Все остальное, все зона вашей ответственности и зона вашего влияния. Если вы стараетесь, то цель достигнута будет. И когда мы разрешаем себе отказаться от гарантии, тогда мы начинаем действовать. Так, я жду осени. Больше клиентов, значит, больше физической нагрузки. Мне даже поесть некогда будет. Меньше истеричных клиентов, меньше стресса. Вот тогда запускается мозг. Ну, отлично, у вас такой способ. Хорошо, мои дорогие, полезно ли то, что на данный момент я уже рассказал? Сейчас будем разбираться в еще более интересных причинах, потому что сейчас, на данный момент, мы разобрали уже 1, 2, 3 причины, и они на самом деле являются наиболее частыми причинами прокрастинации. Поэтому дайте мне обратную связь, полезно ли то, о чем я вам сейчас рассказываю, какие вы уже сделали выводы для себя из этого всего. Ну и, соответственно, будем продолжать. И, соответственно, будем продолжать. Хорошо, красавцы и красавчики. Неудержимые красавцы и красавчики. В столь поздний час вы слушаете лекцию про прокрастинацию. Будем двигаться дальше. Вижу вашу обратную связь. Отлично. Следующая причина прокрастинации – это слишком большая цель. Сейчас поясню, что это значит. Это значит, что я себе поставил такую цель, что я даже сам не верю, что, во-первых, я ее могу достичь, это первое, а второе, что она настолько большая, что мне даже к ней и приступать не хочется. Вот очень часто является причиной прокрастинации именно большая цель, несоизмеримо большая. То есть вы, может быть, ставите какой-то результат, который можно достичь за 5 лет, но вы его ставите на год. И он такой большой, и еще и сроки начинают давить. И еще получается, что одновременно цель очень большая, непонятно с какой стороны к ней подступиться, а еще и сроки давят. И что получается? Срабатывает механизм защиты, и мы начинаем искать себе оправдания. А зачем мне делать какие-то шаги? Зачем мне это делать прямо сейчас, если все равно ничего не получится? Если все равно я не увижу мгновенного результата. В этом случае я вам рекомендую делать вот какую вещь. Здесь есть 2 решения хороших. Первое решение – это, во-первых, нужно разрезать слона и есть его по кусочкам. Это первое. И все это в состоянии сделать, но почему-то не делают. И все об этом знают, что самое интересное. И тоже этого не делают. И что можно делать еще?
Также есть такой инструмент, который называется прямое достижение цели. Там вы можете, допустим, нарисовать прямую линию, условно говоря, где есть 100%, сейчас я вам покажу, что я тут рисую, и 1%. Да? Просто прямая полосочка. Просто прямая полосочка. И на ней вам нужно отметить отсечку, на каком уровне или на каком расстоянии от своей цели я сейчас нахожусь. Ну, допустим, я нахожусь на 3%. 3%. Условно говоря, вы делаете вот такую градацию. И что здесь важно? Здесь очень важно регулярно, когда вы делаете какие-то шаги по достижению к вашей цели, нужно в этой вашей условной шкале всегда вот прямо ручкой отмечать ваш прогресс. Потому что очень часто, когда у нас большая завышенная цель, просто глобальная какая-то глыба, нам не хватает банально вот этой обратной связи, что я вообще по направлению к цели продвигаюсь. Поэтому такой инструмент, как простая линейка, условно говоря, там из процентов составленная, она помогает очень хорошо вам понимать, что вы все-таки движетесь по направлению к своей цели, и это очень важно. Могу показать еще один вариант, как я делаю. Я распечатаю, если у меня, допустим, есть очень большая цель, я ее дроблю даже не на 100, а на 1000. Неважно, это какая-то сумма денег, либо это какой-то определенный количественный показатель в моем личностном продвижении. Я беру, у меня сейчас под рукой просто нет, он у меня там далековато лежит, но я вам покажу, как я это делаю, наглядно нарисую. Я беру просто лист бумаги, вордовский документ, скачиваю в гугле, вбиваю квадратик, вот введете квадратик, символ квадратик, и просто 1000 квадратиков на листе А4 размещаю в Word, да? Определяю цену этого квадратика, как я понимаю, что я двигаюсь к своей цели. То есть, условно говоря, у меня на белом листе А4 распечатано 1000 квадратиков. И я на этом листе постоянно, ежедневно, еженедельно просто закрашиваю эти квадратики. И тем самым у меня есть наглядное подтверждение тому, что я двигаюсь к своей цели. Вот это очень ресурсный инструмент, или шкалу, либо там квадратики на листе, либо придумайте, как еще вы можете это измерять. Я для себя нашел, мне с квадратиками проще. Я просто в квадратики ставлю галочки или их разукрашиваю. И тогда, соответственно, у меня есть видение и понимание, что я к этой цели двигаюсь. То есть я своего слона разрезал либо на 100, либо на 500, либо на 1000 кусочков. Это не важно. Так, я сначала гоняюсь за заказом, он поступает, потом я интерес теряю, понимаете? Не довожу до конца, как будто дальше включается лень доводить до конца. А здесь очень хороший у вас пример и случай. Знаете, почему так происходит? Так происходит, потому что потому что конечный результат у вас не получить клиента, а конечный результат у вас, наверное, завершить проект и получить за него соответствующее вознаграждение. Но вы очень много потратили сил и ресурсов для того, чтобы этот заказ заполучить. И в таких случаях вот что работает. Я сейчас отвлекусь на этот вопрос, потому что это важный вопрос. Отвлекусь на этот вопрос. И здесь нужно либо учиться все-таки распределять энергию и ресурсы, либо вы уже просто пришли к такому уровню своего бизнеса, что вам нужно делегировать. Причем делегировать не просто так. Вам нужно понять себя, что вы лучше умеете делать. Если вы хороший исполнитель, я не знаю, вот чем вы занимаетесь, это же... Ладно, Бумбара студия, по-моему, это что-то связано с дизайном. Суть не в этом. Допустим, у вас какой-то продукт. К примеру, у вас дизайнерские услуги, вы оказываете проект. Соответственно, бизнес состоит из двух, по большому счету, этапов. Это привлечь клиента, совершить, по большому счету, продажу. И второй этап – это реализовать проект, собственно говоря,
Это и есть сам продукт, да, реализованный проект. И чтобы на этом не выгорать, нужно понять про себя одну простую вещь. Что я делаю лучше? Я лучше продаю или я лучше веду проект и реализовываю его? И обычно продуманные предприниматели, они знают, в чем их сильная сторона, а в чем их менее сильная сторона. И тогда они просто выбирают: так, если я лучше продаю, то я занимаюсь продажей, а исполнителей для реализации своего продукта я буду искать других. Либо же, если я лучше реализую свой продукт, реализую проекты, к примеру, и так далее, и так далее, и так далее, то я погружаюсь целиком в проекты, но я ищу того или тех людей, которые мне будут помогать продавать. Потому что, по большому счету, это разные вещи, и их достаточно тяжело в себе, как правило, совместить. Юрий, вы огонь. Спасибо большое. Спасибо, очень рад. Спасибо большое, очень рад. Так, зачитаю, что у нас в Ютубе из комментариев. Ребят, кстати, вот сейчас тоже дайте мне обратную связь. Все ли полезно и все ли понятно то, что я вам рассказываю и объясняю. И мы продолжим. Я сейчас пока зачитаю ваши комментарии. Часто так с уборкой. Как подумаешь, что полдня нужно потратить, сразу прокрастинация. Помогает метод помидора. Расскажите про метод помидора. Возможно, я его, конечно, знаю, но не знаю его под таким названием. Так, это про меня, походу. Идея фикс выучить за год. И понеслось. Напомнила паттерн в спортзале. Или как слоном. Вот смотрите, с английским языком вообще очень интересная история, потому что, смотрите, друзья, английский язык, на мой взгляд, его нельзя выучить никогда. Просто можно этот навык совершенствовать. И, таких навыков очень много. Например, тот же самый навык скорочтения. Да? Можно, конечно, привести какие-то количественные показатели в скорочтении, но тем не менее. Если ты этим не будешь заниматься, то и навык у тебя развиваться не будет. Ребят, вижу, что вы пишете, что все понятно. Спасибо большое. Так вот, продолжаю отвечать на ваш вопрос. Когда мы хотим выучить английский язык за год, то, во-первых, нужно понимать, до какого уровня я хочу выучить английский язык за год. И адекватно оценить свои возможности и понять, можно за год выучить до такого уровня или нет. Может быть, вы ставите себе целью выучить английский язык за год до уровня носителя английского языка, то, конечно же, это будет нереально для вас, и вы будете прокрастинировать и будете откладывать, потому что не будете видеть мгновенного прогресса, и у вас будет, соответственно, получаться, что я не вижу результата, так я и делать ничего не буду. Так устроен наш мозг. Наш мозг, на самом деле, очень ленивый. Он всегда стремится сэкономить нам энергию, и он вообще заточен, по большому счету, на удовольствие и развлечение. Так, делегировать вообще для меня тема непостижима. Тяжело найти помощников. Вот вы правильно пишете. Вы, кстати, очень грамотно ответили на свой вопрос. Возможно, вам не нужно прям делегировать, а найти именно помощника, который будет просто вам помогать. Вот это прям тоже очень крутая штука. Не полностью делегировать какую-то задачу на другого человека, а именно передать какую-то часть, пусть он даже будет банально с вами ходить и будет решать ваши домашние дела, закажет мастера по ремонту, домофонов, не знаю, закажет клининг домой, или что-то такое. Пусть даже, если вы настолько сильно не можете ему доверить какие-то очень важные ответственные дела, любую задачу вы можете делегировать помощнику, и это будет уже вам существенно освобождать время. Подумайте вот еще в таком нестандартном ключе. Может быть, вам стоит найти помощника, который будет не решать ваши прям рабочие вопросы, которые вы никому не можете делегировать. Хотя это тоже, знаете, признак того, что вы жадинка. Вы понимаете, что лучше вас никто не сделает, а еще деньги кому-то платить за то, что он будет плохо делать. Вообще бу-бу-бу. Поэтому подумайте, может быть, вы можете какие-то простые дела ему делегировать, не знаю, загнать машину на автосервис, бумагу в офис купить. Здесь можно много чего придумать, не буду на это тратить время. Хорошо, друзья. Что мы делаем дальше? Дальше я призываю вас поставить лайк этой трансляции, поделиться ей с теми, кому вы считаете, она может быть полезна, и мы пойдем дальше. И написать в чате
по шкале от 1 до 10, насколько вам полезно то, что я говорю. Я еще зачитаю ваши комментарии, и мы будем дальше разбирать следующие способы. Так, зачитаю. Мария, я с уборкой проще стала, просто не думаю о масштабах. Беру пылесос и делаю. Дальше как само получается. Но как думаю о масштабах, то да. Смотрите, здесь вот еще какая история есть. Когда мы чувствуем, что прокрастинируем, нам очень часто, знаете, что помогает? Нам помогает любое действие полезное. То есть мы можем просто, не думая о результате, начать просто что-то делать. Вот как раз то, что вы пишете, это об этом и говорит. То есть мы можем просто тупо начать что-то делать. Мы можем не ставить себе целью, если мы говорим про уборку, к примеру, убрать всю квартиру, а мы себе ставим цель помахать метлой, там, не знаю, в ванной, которая является там 10% всей общей площади. И тогда через действие у вас начинает появляться интерес. Кстати, друзья, еще один полезный способ, как победить вот эти вещи, которые связаны с прокрастинацией и с вот таким вот откладыванием, это сознательный запрет. Сознательный запрет. Вот это подойдет, если вы тренируете английский, если вы откладываете уборку. Что можно делать? Вы договариваетесь с самим собой, что окей, я прокрастинатор, я всегда откладываю, я ленюсь и так далее. Окей, признали эту задачу, признали, что да, я такой человек. Дальше вы с собой договариваетесь. Хорошо, несмотря на то, что я прокрастинатор, я могу, ну, допустим, если вам нужно на изучение английского тратить 1,5 часа в день, ну, согласитесь, это много. Вы договариваетесь с собой, что вы учите английский 5 минут в день и не больше. Или убираетесь в квартире 5 минут в день и не больше. И что мы делаем? Привет всем, кто нам махает, кто ставит лайки, кто распространяет эти трансляции. Призываю вас еще раз. Что мы делаем? Мы договариваемся с самим собой, что мы делаем это 3 или 5 минут, но не больше. И так нужно прожить дней 5. То есть, вот давайте на примере английского языка. Вы договорились с собой, что все, вы признали уже, поняли, все, я прокрастинатор, все, я вот такой человек. И договорились. Все, но 5 минут в день, 5 минут это не так уж много, да? Вот 5 минут в день я буду тратить на изучение английского языка. Причем вам нужно ставить таймер. Ставите таймер, и не знаю, где вы учите, в приложении, или просто читаете, или просто изучаете там по карточкам, запоминаете слова, или учите грамматику. Неважно. Важно то, что вы ставите таймер и 5 минут занимаетесь этим делом. А когда таймер прозвучал, вам нужно перестать заниматься этим делом. Что в уборке, что в изучении какого-то навыка, что в спорте. Если вы хотите бегать по утрам, но не можете начать бегать, 5 минут бежите, таймер срабатывает, все, вам в этот день, вы свой лимит истратили, вам в этот день уже нельзя этим заниматься. Вот такой способ вы можете применить. И через 5 дней вас уже будет не остановить. Вам уже будет хотеться это делать больше. И вас в какой-то момент времени начнет бесить этот таймер. Вот вы садитесь на 5 минут. 5 минут – это время не пугающее. Вы садитесь на 5 минут учить, и когда мы просто начинаем что-то делать, у нас начинает появляться азарт и какой-то интерес. Но таймер этот будет вас бесить. И если вы вот такой себе тренинг устроите в течение 5 дней, то на 5-й день вы уже будете очень сильно раздражены тем, что вы это не делаете. И таким образом, таким хитрым способом вы сможете развить у себя интерес и желание. Развить у себя интерес и желание делать то, что вы долго откладываете. Ребят, полезно ли то, о чем я сейчас вам рассказываю? Вот видите, сегодня я вам даже больше способов дам, чем планировал. Это все благодаря тому, что вы пишете активно в чате. Катерина, привет. Пишите активно в чате и задаете грамотные вопросы. Юрий, как договориться с собой? Например, долго сижу в Инстаграме, по ночам тоже. Засекать, сколько сижу, прокрастинирую? Нет, не надо засекать. Прокрастинируйте на здоровье, это нормально. Я говорю, что вот те дела, которые вы реально откладываете, вы их делаете по таймеру и разрешайте себе их делать не больше 5 минут в день. А потом, через 5 дней таких занятий,
теми делами, которые вам необходимо делать, но вы их себе сознательно запрещаете делать больше 5 минут в день, у вас начнет развиваться желание это все делать. Так, друзья, вижу ваши лайки, вижу ваши ручки. Спасибо большое. Так. Зачитаю ваши комментарии. Так, пример. Забросил изучение английского с вопросом к себе. А зачем оно мне? Хотя есть желание. Вот смотрите, это следующая причина, когда мы не знаем, зачем нам тот результат, которого мы хотим. Это на самом деле очень важный вопрос в плане мотивации. Если мы для себя, особенно если вы взрослый человек, если вы для себя не нашли ответ на этот вопрос, то, соответственно, вы не будете это делать. Ну вот согласитесь, мы очень редко делаем что-то без каких-то определенных мотивов. Так, у меня часто прокрастинация, потому что нужно дополнительно читать по работе или учиться чему-то в профессии. Кажется, что перебор информации надоедает. Начинаю что-то новое делать. Это избегание. А я не знаю. Вот можете сами себе задать вопрос. Сами себе задать этот вопрос. Так, это моя проблема. Цели необъятные и неподъемные. Хочется всего и сразу. И руки опускаются, и голова мечтами забивается. Ну, у вас уже есть несколько способов, как это преодолеть. Вижу плюсики. Так, просто начать не думая, заметила такое, что когда на ютубе просто смотрю случайные короткие вырезки из фильмов на английском, а вот когда подхожу к этому с целью и со словом «надо», ничего не получится. Смотрите, слово «надо», оно вообще очень сильно демотивирует, и я вам рекомендую его на что-то заменять. Например, «я хочу», или «мне интересно», «было бы хорошо», или... Я для себя нашел вот такой способ, когда я изучаю английский язык, почему-то у нас сегодня тема пошла в эту сторону. Я его, знаете, как изучаю? Я через приложение учу, и я не называю это учебой, и я не называю это надо, а я это называю поиграться в английский язык. Я вот захожу в приложение и играю в английский язык. И когда я это называю... Или предпочитаю, вот, Татьяна нам подсказывает, или предпочитаю, супер. Спасибо вам, у нас тут столько, на самом деле, осознанных людей, что очень здорово, что вы есть. Всегда рад. Да, и если вы найдете вот этот рефрейминг, как слово «надо» заменить на «что», пойду-ка я поиграю, или пойду-ка я попредпочитаю, то вам будет легче это все делать. Вам будет легче это все делать. Хорошо. Да, уже ваш стрим очень сильно мотивирует. Как-то, что ли, легче становится на душе и просыпается стимул. Ну, смотрите, почему просыпается стимул? Потому что я рассказываю о характерных вещах, и вы понимаете, что вы не одиноки в этом процессе. Это случается со многими людьми, и со мной в том числе. Мне вообще кажется, что я самый, не знаю, я чемпион по прокрастинации, хотя обратную связь мне другие люди говорят совершенно иную, что, Юр, как ты все успеваешь? А мне кажется, что я ничего не успеваю. Вот это самое интересное. Итак, мои дорогие, если вам полезно и наш стрим вас мотивирует, у меня для вас есть хорошая новость. Хорошая новость заключается в том, что 31 августа я буду проводить живой онлайн-марафон, который называется «Неудержимые». Мы будем становиться неудержимыми. Это 5 дней подряд непосредственно в Zoom работа со мной. Мы будем на полчаса, может быть, чуть больше встречаться. Там будут и домашние задания, посильные, не жесткие. И будет обратная связь со мной. Если вы хотите со мной вместе сдвинуть свои дела с мертвой точки, 5 дней работы со мной, то, ребят, если вы особенно хотите к Новому году чего-то достичь или получить, ссылка есть в описании к этому прямому эфиру, ссылка есть в закрепленном комментарии, когда этот прямой эфир закончится, и есть ссылка, закрепленная в нашем чате в YouTube. Если вы если вы в Инстаграме нас смотрите, ссылка в шапке профиля, топ-линк, там переходите по топ-линку и находите марафон, называется «Неудержимые». Будем 5 дней активно работать. Но мы будем разбираться дальше с причинами. С большими целями разобрались. Следующая причина прокрастинации. Ребят, если вам действительно актуально со мной поработать и сдвинуть дела с мертвой точки, то очень рекомендую. Этот марафон буду проводить вживую один раз и все. Вот
Он у меня прописан, сформулирован, я давно его хотел, вы давно его просили. Если хотите прям вживую присутствовать и в формате онлайн его проходить, общаясь со мной, то милости прошу, ссылки везде есть, в описаниях, в закрепленных комментариях. Больше проводить не буду. Но самое интересное, что я буду этот марафон, буду выполнять задания вместе с вами. То есть мне тоже важно к Новому году немного себя подразогнать. И я такие марафоны сам себе устраиваю ежегодно. Раз в год я что-то такое себе подобное устраиваю. И мне будет круто делиться этими знаниями с вами, но больше этого марафона я проводить не буду, потому что у меня очень много других дел. Поэтому рекомендую. Проходите по ссылке, изучайте. Там очень доступная стоимость. $19 или сколько там, 1600 российских рублей. Кому чем удобно. Друзья, идем дальше. Идем дальше, разбираем, с чем как мы можем столкнуться с прокрастинацией, что может быть еще причиной. Если мы разобрали про большие цели, да, что их нужно нарезать, найти себе инструмент, как я буду контролировать, что я двигаюсь к цели, то есть еще такая причина, которая называется чужая цель. Это такая цель, которую ветром надуло. Там, подружка купила такое платье, ах, вот я тоже хочу. Друг купил вот такую машину, ах, вот я тоже хочу. Мама сказала, что тебе нужно учиться на бухгалтера. Почему? Потому что бухгалтер много получает, и вот я пошла и учусь, и через силу, через натяг, через напряг вот это все достигаю. Это я называю чужая цель. Чужая цель у нас может появиться из-за, во-первых, желания подражать другим, желания соответствовать другим и, соответственно, собственно говоря, из того, что нам эти другие предлагают или рекламируют, или рекомендуют то, что они хотят нам встроить. Преследуя чужие цели, у нас, во-первых, встречается прокрастинация, а во-вторых, у нас очень много боли, потому что мы идем не туда, куда мы сами хотели. То есть мы как бы это не мы приняли решение эту цель достигать. Но вроде как внешне это все выглядит так, что да, действительно, я же сам или я сама этого хотел или хотела. И здесь очень важно задать себе вопрос, а это вообще моя цель? А действительно ли я этого хочу? И следующий вопрос, как я решил, что именно я именно этого хочу? И вот если вы ответите для себя на эти вопросы и поймете, что это не вы захотели, а это за вас кто-то захотел, может быть, это реклама за вас что-то захотела, такое тоже очень часто случается, или может быть, это окружение за вас что-то захотело. Вот с этой целью нужно очень хорошо подумать и задать себе еще один очень важный вопрос, который звучит так: а какую цену я плачу за достижение чужой цели? Может быть, дивиденды от этой цели, они как бы какие-то ощутимые, да, может, вы становитесь, не знаю, богаче, может, там действительно пошли на бухгалтера учиться, потому что мама сказала, что если будешь бухгалтером, будешь много зарабатывать, это хорошо, вы отучились через силу на бухгалтера, стали много зарабатывать, а всю жизнь вы мечтали, к примеру, там, не знаю, танцевать или рисовать, или, не знаю, заниматься туризмом, да, бизнес в сфере туризма хотели иметь, то просто задайте вопрос, какую цену я за это плачу и насколько я действительно хочу соответствовать чьим-то ожиданиям, или у меня есть какое-то свое внутреннее направление, куда бы я хотел или хотела двигаться. Куда бы я хотел двигаться или хотела двигаться. Поэтому с чужими целями тоже стоит разобраться. Следующая причина прокрастинации, она тоже встречается, она встречается не у всех, но она действительно бывает. Это самоуверенность. Самоуверенность, либо когда человек слишком уверен. Вот слишком он уверен в своей исключительности, слишком он уверен в том, что он достигнет свою цель, она ему кажется очень легкой. И вот видите, здесь две противоположности. У нас есть причина прокрастинации слишком большие цели, и одновременно есть причина самоуверенность, когда нам цель наша кажется настолько доступной и легкой, что мы тоже не предпринимаем каких-то шагов для того, чтобы эту цель достигать. То есть вот вы замечали же, наверное, когда есть уверенность в результате, есть
желание достичь результата. А есть люди такие самоуверенные, которые, да, чё, я легко этого достигну. Вот с таким посылом никакие соревнования, никакие турниры, никакие гонки не выигрываются, да, если команда, там, не знаю, на чемпионате мира по футболу идет с вот таким настроем, ну чё мы там, сейчас победим этих там, да чё, мы и не таких побеждали, то это 100% провал. У вас не будет лишнего стимула, то есть не будет никакой угрозы над вами, условно говоря, висеть, и вам будет казаться, что это для вас легко и элементарно, и это нас немного расхолаживает, порой даже сильно расхолаживает, и нам не хочется даже пальцем шевелить. Я в начале эфира говорил о том, что наш мозг старается экономить нашу энергию для того, чтобы вообще мы получали удовольствие и ничего не делали. Поэтому, ребят, имейте в виду, что такая история тоже присутствует. Излишняя самоуверенность. Так, бывает стимул слабый человеку, нужно напрягаться. Есть муж, который обеспечивает, или родители, которые всегда. Это мы к этому еще придем. Да, это тоже бывает стимул такой. Хорошо, друзья, вы можете заходить по ссылке в описании, регистрироваться на наш онлайн-марафон, который называется «Неудержимые». Можете проходить регистрацию, и мы вместе с вами будем работать. Я смотрю, уже некоторые у нас зарегистрировались. Хорошо, ребят, вы можете регистрироваться на странице курса онлайн-марафона, а можете, там есть еще ссылка, можете прямо регистрироваться в Инстаграм, в Телеграм. Можете писать слово «неудержимые», и в процессе мы вам ответим и объясним, как оплатить и попасть на марафон. Я вижу, 4 человека уже за время прямого эфира зарегистрировались, поэтому буду рад видеть всех остальных. Хорошо. Друзья, следующая причина прокрастинации – это перфекционизм. Кто у нас перфекционист? Поставьте в чате букву «П» или напишите перфекционизм или перфекционист. Вот кто у нас перфекционисты? Напишите в чате слово перфекционизм или перфекционист. Перфекционист – это тот человек, который старается сделать все прям идеально. Напишите, пожалуйста, прямо сейчас у нас в чате. Если вы перфекционист, напишите «Я перфекционист» или просто «перфекционист». Эвелина написала, что она перфекционист. Хорошо. Кто еще? Эвелина, а вы уже, кстати, у нас зарегистрировались на марафон. Я вас поздравляю. А вы уже и оплатили. Вот, Эвелина у нас уже будет становиться неудержимой. Я иногда, хорошо. Перфекционист, отлично. Отлично. Перфекционисты. Привет всем перфекционистам. Смотрите, в чем проблема. Проблема в том, что перфекционист, он не только хочет, как правило, делать все идеально и хорошо, а он хочет делать все хорошо и идеально с самого первого раза. Вот с первого перфекционист хочет сделать все правильно и идеально. Я тревожный перфекционист в работе. Да, это я. Не то слово. Как бы от этого избавиться? Дайте короткий совет. Короткий совет: нужно стать на позицию ученика. Когда вы разрешаете себе учиться, у вас перфекционизм отпадает. Кто такой ученик? Ученик – это тот, кто учится, что-то делает, какому-то навыку, достижению какой-то цели. Вот когда вы достигаете цель не из позиции самоуверенности, я вот это вот все могу, да, легко, хо-хо-хо. Когда я учусь. Когда мы учимся, мы понимаем, что мы можем достичь результата, но он не будет идеальным. Вот когда мы разрешаем себе немного поучиться, то тогда все становится намного проще. Вот перфекционизм уходит, когда мы разрешаем себе быть не идеальными и говорить: я сейчас учусь. Вот решили вы стать миллионером, идете к цели $1 000 000, говорите себе: я учусь сейчас зарабатывать $1 000 000. Решили, не знаю, завершить какой-то проект, и говорите: я сейчас учусь завершать свой проект. Там, косяки могут быть. И самое интересное, что косяки бывают всегда,
Но мы, когда мы перфекционист, я так говорю от своего имени, мы, потому что я тоже перфекционист, когда мы не стали на позицию ученика, то нам тяжело даются ошибки. Когда мы сталкиваемся с ошибками, это нас очень сильно демотивирует. И когда мы понимаем, что мы не можем сделать идеально, мы очень часто даже не начинаем делать. Об этом более подробнее будем разбираться у нас на марафоне. Поэтому, мои дорогие, если вам интересно с этим поработать, если вы мне доверяете и хотите со мной лично провести эти 5 дней, то милости прошу. Все ссылки есть и в описании, и в закрепленных комментариях, и в топ-линке. В общем, везде, где обычно блогеры прикручивают ссылки, можете пройти, зарегистрироваться, или можете мне в Telegram тоже по ссылке писать слово «неудержимые», и мы вам проведем регистрацию. Буду рад вас видеть. Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Вообще, ребят, полезно то, о чем мы сегодня общаемся, насколько вам полезно и насколько вам откликается то, о чем мы сегодня разговариваем. Остро реагирую на критику и замечания, плюс переживаю, заслуживаю ли я зарплату, если не идеально делаю. Вот, Мария, вам к нам на курс, вам к нам на марафон. Это будет 5 дней. Марафон очень доступный. Делаю его только 1 раз. Хорошо, есть такое, благо не так критично, но иногда просто неуместно начинаю все сначала, если что-то пошло не так. Ну окей, да, чего уж там, я компьютерные игры не могу с первого раза пройти до конца, мне прям надо, чтобы было все по фэншую. Ну да, вот видите, вы себя хорошо знаете. Ребят, полезно ли то, о чем мы сегодня общаемся, полезны ли те рекомендации, которые я даю, те причины, о которых я рассказываю, находите ли вы в них себя? Если полезно, напишите «полезно», можете большими буквами написать «полезно». Мне очень важно, чтобы этот прямой эфир у нас был полезным. Этот прямой эфир у нас оставался полезным. Я, кстати, сегодня... Эвелина, я, по-моему, вам написал, да, что марафон стартует 32 августа. Случайно, это была опечатка, это было не намеренно, но получилась хорошая шутка, что марафон у нас стартует 32 августа. На самом деле марафон стартует 31 августа. Хорошо. Следующая причина будет очень важная, особенно она актуальна сейчас и актуальна практически для всех людей, ну, во всяком случае, кто в русскоязычном пространстве у нас общается. Ребят, полезно. Эвелина написала полезно. Ребят, жду ваших слов полезно. Если это полезно, и зачитаю ваши комментарии. Работа стоит, заказчики уже злятся, а я не могу сесть за работу, хотя очень нравится работа. Год назад ушла с работы по причине выгорания. Сейчас на фрилансе пробую себя. Вот такая проблема. Ну, отлично. Отлично. То же самое и у меня. Фриланс не для всех. Смотрите, здесь, скорее всего, вот какая история. Вы еще просто не научились и не привыкли сами себя мотивировать. Потому что фриланс предполагает то, что вы, как говорится, и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Да? То есть вы все делаете сами. И когда люди уходят на фриланс из найма, смотрите, когда мы приходим куда-то работать, мы приходим в компанию, а уходим мы от начальника. Вот какая интересная история. Так вот, часто во фриланс мы уходим от начальника, не оценивая то, насколько это важно иметь начальника. Ну, не всем это важно, но на самом деле... Очень часто начальник является той мотивирующей силой, да, где нужно выполнять сроки, где нужно выполнять проекты и так далее, и так далее, и так далее. И мы, с одной стороны, уходим во фриланс, чтобы избежать вот этого общения, ну, с условным начальником. Но когда мы становимся, условно говоря, фрилансерами, нам нужно себе обеспечивать и привлечение клиентов, и выполнять работу. И самое главное, что мы забываем себе вот это в себе внутреннего начальника или внутреннего сержанта взращивать, да? То есть нам нужно заниматься самодисциплиной.
Уверен, что это дано всем, но не все хотят. То есть самодисциплина, ребят, это такой же навык, как и любой другой. Как умение печатать, писать, говорить, ну и так далее, как любой другой навык. Но мы этого внутреннего начальника своего не включаем. У нас есть внешний, который остался на старой работе, а внутреннего мы не взращиваем. Поэтому уметь себя мотивировать по-разному тоже нужно этот навык развивать. Хорошо, мои дорогие, если вам полезно, то у меня для вас есть хорошее предложение. Это наш онлайн-марафон по борьбе с прокрастинацией, который называется «Неудержимые». Начнется 32 августа, как я сегодня написал Эвелине. Вы можете пройти по ссылке, зарегистрироваться, и мы с вами со следующего понедельника активно работнем над нашими целями. Будут практические задания, будет обратная связь лично со мной. В течение 5 дней мы будем сдвигать важные дела с мертвой точки. Чем мы займемся на самом деле на этом марафоне? В первый день мы будем разгружать голову. Есть определенные методики, которые позволят нам на самом деле выгрузить из себя все задачи и понять, вообще иметь общую картину. Потому что от того, что мы не умеем планировать отдых и не умеем распределять задачи, наш мозг начинает стремиться в ТикТок или в Инстаграм, в ленту. Поэтому в первый день мы научимся разгружать голову. Что у нас будет во второй день? Во второй день мы будем отсекать лишнее. Есть методики, которые вам помогут определиться с целями, которые ваши, которые не важные, которые ваши, которые не ваши, и которые важные, и которые не важные. Поэтому во второй день мы научимся работать со своими целями и по большому счету расставлять приоритеты. Что мы будем делать в третий день? В третий день мы будем формировать видение. И это следующая причина, о которой я хотел рассказать. Смотрите, почему мы сейчас еще очень можем часто прокрастинировать. Потому что, наверное, вы согласитесь со мной, что мы сейчас живем в очень нестабильном мире. И нам очень тяжело что-то запланировать на год вперед. Нам очень тяжело даже что-то запланировать на полгода вперед. Даже отдых банально, да, даже какой-то банальный отпуск. Нам тяжело, потому что мы не знаем, как изменится вообще окружающая нас обстановка и ситуация. Может, там, не знаю, уже самолеты не будут летать, а может, там еще что-то случится, а может, будут такие цены, что и отдыхать не захочется. Ну и так далее. Может, все что угодно быть, да? И сейчас нам действительно тяжело что-то планировать. И как в этой ситуации быть? Если раньше, вот еще до пандемии, мы жили, ну, условно говоря, более или менее спокойно, и мы могли строить себе план на год, на 2, на 3 и даже на 5 лет, и это было окей, и мы к нему шли. То сейчас обстановка изменилась настолько, что мы даже на полгода, повторюсь, не можем ничего спланировать. И в этом случае у нас есть все-таки выход. Да? Вот, как я говорил, в третий день марафона мы будем формулировать глобальное видение. Что такое глобальное видение? Это то, к чему я в итоге хочу прийти через 2, 3 или 5 лет. Каким человеком я хочу быть, что я хочу уметь делать, где я хочу жить, в каких условиях, с кем и так далее. То есть мы не будем строить такую смартированную цель, но у каждого из нас, чтобы побороть прокрастинацию, у нас должно быть какое-то видение определенного результата, ну, условно говоря, там, сроком на 5 лет. К чему я через 5 лет хочу прийти? Очень хорошо помогает глобальное видение сформировать вопрос, кем я хочу быть через 5 лет. И когда мы это глобальное видение сформулировали, тогда мы уже можем двигаться в этом быстро переменчивом, быстро меняющемся мире. То есть, когда у нас есть глобальное видение, мы двигаемся к этому видению, но без жестких сроков, без жестких рамок. И самое главное, мы очень гибко адаптируемся к сложившимся обстоятельствам. Очень гибко адаптируемся к гибко сложившимся обстоятельствам. Что это значит? Что когда у нас есть видение, и вдруг в какой-то момент
какая-то из возможностей, которой мы предполагали, мы будем достигать этой цели, она закрывается. Не знаю, что это может быть. Там платежи не проходят. Ну вот не проходят платежи из одной страны в другую. Может быть такое. Мы об этом подозревали год назад. Год назад мы об этом не подозревали. Ну вот, что-то изменилось. Но когда у вас есть глобальное видение, когда вы понимаете, к чему вы готовы прийти, вы развиваете гибкость и ищете способы там научиться проводить платежи, там, не знаю, в криптовалюте, к примеру, там, не знаю, разные способы бывают, да, ну и так далее. Но если у вас видения нету, и вы не знаете, для чего и зачем, и к чему вы вообще стремитесь там в перспективе 3-5 лет, то у вас будет возникать апатия и прокрастинация, потому что сейчас план больше, чем, наверное, даже на месяц очень тяжело построить. Нам тяжело, прям реально тяжело что-то спланировать, потому что с большой долей вероятности, что нам наш план придется корректировать. И чтобы сильно не страдать от этого, здесь помогает глобальное видение. И вот на 3-й день марафона мы формируем глобальное видение. Чем мы займемся в 4-й день марафона? В 4-й день марафона мы будем заниматься работой над собственными ожиданиями. Что это значит? А давайте я вам, кто в Ютубе, я вам прям страничку открою. Прям страничку открою, и вы прям все своими глазами увидите. Смотрите, план марафона у нас тут есть. Да? В 4-й день мы будем работать над нашими ожиданиями. Потому что наши ожидания от себя и от других очень часто создают нам демотивацию. Мы здесь будем работать с нашим внутренним перфекционистом. И здесь мы будем работать с нашим внутренним критиком. Это будет в 4-й день марафона. Ребят, напоминаю, что марафон, вы можете на него зарегистрироваться по ссылке в описании, либо если вы в Инстаграме, то по ссылке в топ-линке. Хорошо, и, наконец, 5-й день. На 5-й день, поверьте мне, ваши дела уже сдвинутся с мертвой точки, и вы будете уже прекрасно понимать и владеть инструментами, как себя мотивировать, отсечете лишнее, разгрузите голову, сформируете видение, ну и так далее. И 5-й, очень важный день марафона. На 5-й день мне очень важно дать вам инструменты, и чтобы вы понимали, как закрепить результат, чтобы не скатываться. Если, знаете, иногда такое бывает, что случается откат. Вот мы себя накрутили, мы начали делать много дел, а потом остановились. Это, знаете, так бывает, когда очень устал. Вот когда очень устал, ты делаешь что-то, делаешь, а потом только присел на стул, ну, условно говоря, там, выдохнул, и все, уже со стула подняться не можешь. Так вот, 5-й день у нас как раз-таки посвящен тому, чтобы мы могли после того, как присели на стул и отдохнули, после того, как мы уже 4 дня проработали активно над своими целями и задачами, чтобы мы знали, как нам с этого стула подниматься. Поэтому, если вам интересно продвинуться со своими целями в будущем году, или хотя бы к Новому году, то я буду рад вас видеть. Стоимость участия у нас очень доступная, или 1600 российских рублей, или $19. Можете себе это позволить. Но если вы не можете себе этого позволить, хотя вы можете отложить участие в этом марафоне навсегда, потому что этот марафон будет проводиться только один раз, и больше его не будет. Вот я его больше проводить не буду. Поэтому милости прошу, если я вас заинтересовал своим предложением. У меня есть еще пару моментов, которые я бы хотел вам рассказать. Следующий момент. Причина прокрастинации. Так, классный эфир. Казалось бы, очевидные вещи, но буду пересматривать и записывать. Надеюсь, сохраните. Эфир сохраню, но я буду искренне рад видеть вас у нас на марафоне, чтобы, во-первых, вы еще лучше их пересмотрели, а во-вторых, чтобы вы еще получили от меня обратную связь в наших Zoom-конференциях, в наших Zoom-встречах, и тогда вам будет еще легче. Хорошо, мои красавцы и красавчики, неудержимые. Так, глобальное видение и карта «Мир» открыта на 2 минуты. Глобальное видение и карта «Мир» открыта... Ага, это Эвелина. Да, из России сейчас, ребят, к сожалению, платежи проходят только в карте «Мир».
И многие сталкиваются с таким вопросом, типа, Юра, не могу оплатить, у меня нету карты МИР, но на самом деле этот вопрос решается действительно за 2 минуты. Вы заходите в свой мобильный банк, выпускаете виртуальную карту МИР, оплачиваете через 2 минуты уже в реальности. Поэтому я вас искренне приглашаю. Ну и давайте еще кое-что расскажу, почему мы откладываем дела на потом. Пока вы регистрируетесь на наш курс, точнее мини-марафон 5-дневный. Что такое прокрастинация? Это когда мы откладываем дела на потом, вместо того, чтобы... Важные дела откладываем на потом, вместо того, чтобы их делать тогда, когда их нужно делать. Предчувствую классную синергию на марафоне. Идти в ногу с тренером достойно. Да, друзья, в чем кайф этого марафона? Еще расскажу, прежде чем еще одну причину прокрастинации вам расскажу. В чем кайф марафона? В том, что вы там будете с другими людьми. Двигаться к своим целям очень круто, когда у вас есть поддерживающее окружение. Вот у нас даже на курсе, на онлайн-курсе NLP практик уже сформировано такое окружение, что даже порой я не успеваю ответить на вопрос. У нас задают вопрос участник в общем чате, и я могу чем-то быть занят или не успеть. Но я смотрю, что другие участники уже до меня ответили на этот вопрос. Сколько, стоимость какая, в какой вам валюте сказать? $19, либо 1600 российских рублей, либо 49 900 белорусских. У меня проблемы с конфликтами и личными границами. У нас марафон про прокрастинацию в данный момент стартует с понедельника, 32 августа. И эфир у нас про прокрастинацию. Ребят, кто в Ютубе, я про вас не забыл. Сейчас обязательно зачитаю, что вы здесь написали. Вы пока можете регистрироваться на наш марафон, о котором я рассказал. Так, хорошо. Нужен как бы наставник, он же начальник, вместо того, строгого папки. И если не взрастить в себе своего папку, дисциплина, она вырастает из правильных привычек. Да, правильные привычки тоже помогают усилить дисциплину. Глобальное видение так прочитал. Ага, так я уже все прочитал. Хорошо, раз я все прочитал, стоимость марафона озвучил, можете регистрироваться после эфира. Стоимость совершенно смешная. Следующая причина – это вторичная выгода. Друзья, есть такая штука, в психологии мы ее называем вторичной выгодой, а если простыми словами сказать, это есть какая-то причина, почему мне выгодно это не делать. Почему мне выгодно это не делать? Стартует 32 августа. Эфиры марафона в какие часы? В 7 часов по Москве. В 7 часов по Москве стартуем мы. Каждый день в течение 5 дней. В 7 часов по Москве. Так, о чем я говорил? Я говорил про вторичную выгоду. Вторичная выгода – это то, почему мне выгодно это не делать. Как прояснить вторичную выгоду? Практики будут по выявлению вторичной выгоды и ее замене. Мы об этом будем говорить. И вы сейчас уже можете эту практику проделать. Смотрите, я там не буду лично с вами работать, но я буду давать те вещи, которые делаю сам, и те вещи, которые важны для всех. То есть это не то, что вы лично со мной будете в течение 5 дней работать. Вы будете лично со мной, но в группе. То есть не путайте, я вам не продаю тут какие-то личные консультации. Это онлайн-марафон, где мы в движухе, где мы друг друга поддерживаем, где мы выполняем задания, где мы делаем практики, которые помогают избавиться от прокрастинации. Так вот, продолжаем про вторичную выгоду. Задайте себе прямо сейчас вопрос. А почему мне выгодно эту цель не достигать? Вот это очень классный вопрос прям. Почему мне выгодно эту цель не достигать? И если вы найдете... Вот давайте прямо сейчас напишите. Не пишите про свои цели, а просто напишите свои вторичные выгоды. Почему мне выгодно это не делать? Я сейчас расскажу, что делать дальше. Напишите прямо в чате, почему мне может быть выгодно это не делать.
Очень часто здесь бывают такие штуки, что, ну вот, я буду себя жалеть. А как быть с тем, что мне интересно, но в тот промежуток времени мне будет некогда оставаться в той ситуации, в которой вы находитесь? Не, на самом деле, ну, вы можете смотреть эфиры позже. Будете смотреть в записи, но задания будете выполнять. И можете заранее до эфира сформулировать свой вопрос, и, соответственно, на эфире, ну, на наших Zoom-конференциях я буду на вопросы, которые в течение дня в чате будут поступать, я также буду отвечать. Так, официальный вопрос. Выгода безопасности. Не будет ошибок, никого не подведу. Надо будет еще что-то делать. Угу. Так, выгодно не делать сейчас, потому что еще мало выучила, мало подготовилась. Вот, смотрите, когда вы написали вторичные выгоды, задайте вопрос. Как я могу эту вторичную выгоду обойти? Да? Вот конкретно вам выгодно не делать сейчас, потому что еще мало выучила. А можно ли учиться и одновременно делать? Да? И здесь, скорее всего, вы уже не найдете возможности соскочить. Мне говорят другие, почему мне выгодно это не делать. Ну, другие. Боязнь ответственности. Угу. Я боюсь ответственности. То есть мне выгодно что-то не делать, потому что я в этом случае ответственность на себя не беру. Отлично. И когда вы выявили вторичную выгоду, самое время пройти по ссылке и записаться на наш онлайн-марафон, который стартует 31 августа, для того, чтобы с этим разобраться и, наконец, сдвинуть свои дела с мертвой точки. А если еще больше разобраться, то здесь нужно задать себе вопрос, а как я могу начать действовать, чтобы не чувствовать ответственность? Да, то есть мы ищем способ закрыть вторичную выгоду другим способом. Мы ищем способ закрыть вторичную выгоду другим способом. Если мне выгодно там что-то не делать, потому что я боюсь критики, то здесь немножко другая причина. То здесь нужно осознать, что критика будет всегда. Я вывел свою же цитату. Мы живем в неидеальном мире, неидеальных людей, и так будет всегда. Если вы будете делать что-то хорошо, вас будут критиковать. Если вы будете делать что-то плохо, вас будут критиковать. Если вы ничего не будете делать, вас будут критиковать. Отсюда вывод, что критиковать будут всегда, а варианты ваших действий – это уже ваша ответственность. Просто запомните, критиковать будут всегда. Вы знаете, как мне периодически какие комментарии пишут в Ютубе, там, это вообще жесть. Мне однажды, не так давно, Кашпировский написал, что я очередной шарлатан. Я воспринял это как боязнь конкуренции с его стороны. Юрий, почему-то хочется не выпендриваться, а отсидеться в безопасности. Потому что вы еще не записались на наш марафон. Вот поэтому. Так, вторичная выгода. Приятно мечтать, надежда питает, никто не завидует, я как все. Вот, видите, Евелина написала. А что вам мешает мечтать и действовать? Наверное, ничего. Так, моя занятость – это ответственность. Угу. Хорошо, друзья. Хорошо. Ну что, хотите еще одну причину прокрастинации? Если хотите, зарегистрируйтесь на марафон, и я вам расскажу еще одну причину прокрастинации. Страх, что это не оправдается. Раньше меня это преследовало, но научилась смотреть на все позитивно, мол, даже в неудаче есть польза. Да, есть у нас такая пресуппозиция в НЛП. Нет побед и поражений, а есть просто обратная связь. Как принять, что ошибки будут всегда? Вот скажите,
моих слов было недостаточно? Все, кто задает вопрос, как принять, что ошибки будут всегда, всех буду рад видеть на нашем онлайн-марафоне, который посвящен теме противостоянию прокрастинации, который называется «Неудержимые». Опечатка. Опечатка у кого-то. Хорошо. Как принять? А как вы принимаете что-то другое? Вот есть вещи, которые вы принимаете. Вот, допустим, Людмила. Вы принимаете, что солнце утром встает, а вечером заходит. Наверное, вы это принимаете. Да? И у вас есть какой-то способ. И вы с этим даже не пытаетесь спорить. Но когда речь заходит о том, что мир не идеальный, и что ошибки будут всегда, у вас почему-то есть надежда, что это не так. Здесь нужно перестать летать в облаках и признать самой себе, что да, ошибки будут всегда. Это точно так же, как встает солнце и заходит солнце. Извините, эфир подвисает, прослушала. Я вам повторю. Ссылка в шапке профиля. Есть у нас онлайн-марафон, который называется «Неудержимые». Стартует 31 августа. И вы можете зайти, зарегистрироваться, и мы в течение 5 дней будем вместе двигаться к своим целям. Посмотрите программу марафона, чем мы будем заниматься. И вместе в веселой компании мы будем двигаться к своим целям. Так у вас научилось, ваши ролики по НЛП просто великолепны. Да, согласен. Согласен, что наши ролики по НЛП просто великолепны. И на одном канале, и на втором, и на канале с эфирами, и на канале основном. Вот тут с вами даже не поспоришь. Самания. Вот тут даже с вами спорить не буду, что наши ролики просто великолепны. Хорошо, друзья, поставьте плюсик, кто уже зарегистрировался на наш марафон. Поставьте нолик, если вы еще думаете. И поставьте циферку 1, если вы зарегистрируетесь завтра. И поставьте цифру 5, кто прокрастинирует в этом действии. Ваш первый шаг, на самом деле, к победе над прокрастинацией – это зарегистрироваться на наш марафон. И даже музыка природы. Вы даже смотрите… Да. У нас есть еще один канал. Это мой стартап-проект, который я делаю для себя. Я записываю звуки природы и такой фоновый шум. Запускаю там 10-часовые ролики. Я прям сам этим пользуюсь. Я включаю в уши там шум дождя или журчание ручья. И в этом режиме, в режиме легкого фонового шума работаю. Есть у нас такой канал. Так, нолик, единичка, хорошо. Нолик. А нолик это у нас было что? Это вы еще думаете? Ребята, а что означает нолик? Блин, инсайт. Я поняла, почему пошла в туризм и на обучение экскурсовода. Хочу внимания, это моя личная сцена. Так, этому должны учить с детства. Да, блин, коллекцию томов с инструкцией по жизни в роддоме должны выдавать, да. Хорошо. Ребят. Думаете? А что вы думаете? Вы о чем думаете? Вот кто думает, расскажите, вы о чем думаете? Кто нолики написал? Кто еще думает? Вы о чем думаете? Расскажите, о чем вы думаете в плане марафона? И я вам расскажу еще одну причину прокрастинации, которая вам тоже полезная. Время, думаю, как распределить. Вот, во второй день марафона мы будем заниматься распределением времени, будем отсекать лишнее. В любом случае будете, если не будете попадать на эфиры, будете в записи.
Будете в записи просматривать, прослушивать, даже в ускоренной можно записи, и писать свои вопросы, на которые будете получать потом ответы. Так, вторичная выгода — не идти на марафон, не хочется напрягать мозги. А там мозги мы напрягать особо и не будем. Мозги будем напрягать только первый день, все остальное... Смотрите, от того, что вы напрягаете мозги, мои дорогие, вы прокрастинацию не победите. Потому что прокрастинация чаще и появляется от того, что наш мозг перенапряжен, и мы начинаем отвлекаться специально, чтобы разгрузить мозги. Да, втыкаем вот в ТикТок, в Инстаграм, в Ютуб, куда-нибудь еще, в какие-нибудь онлайн-игры и так далее, чтобы разгрузить свои мозги. А на марафоне вы что получите? Вы получите как раз-таки структуру того, как можно построить свою реальность таким образом, чтобы вы стали вместо мыслителя, условно говоря, деятелем, который будет делать результаты и действовать, будет двигаться по направлению к своей цели. Собственно, для этого марафон и создан. Думать вас там никто не будет заставлять особенно сильно. Конечно, чуть-чуть думать нужно будет, но не так, чтобы прям сильно. Этот марафон не про думание, этот марафон про делание. Так, причину еще одну вам рассказать. Может, вы найдете в ней себя. Ой, смотрю, уже тут в чате между собой пошли общаться. Кто-то занимается туризмом, кто-то уже хочет тур. Отлично. Видите, как эфир про прокрастинацию помогает избавиться от прокрастинации? Хорошо, друзья, пишите. Пишите причины, по которым вы еще не на нашем марафоне. И пишите, хотите ли вы еще одну причину узнать, почему мы можем прокрастинировать. Жду ваших комментариев. Водички попью. Секунду. Расскажите, и пора спать уже. Вот вам, чтобы не спалось, давайте я эту последнюю причину расскажу уже на марафоне. Хорошо. Договорились. Кому важно эту причину узнать, с тем увидимся на марафоне. А кто хочет спать, тогда всем спокойной ночи. В общем, друзья, ссылка в описании к эфиру, в комментарии закрепленном к эфиру. Те, кто в Инстаграме, ссылка в топ-линке. Заходите, буду рад. И следующую причину вы узнаете на марафоне. Договорились? Знаете, почему я так говорю? Потому что не хочу загружать ваш мозг. От того, что вы будете знать больше причин, вы делать больше не станете. Понимаете, в чем самое интересное? От того, что вы собираете много информации про прокрастинацию, это вам не добавит деятельности. Сегодня я уже рассказал вам достаточно причин и даже рассказал несколько способов. Татьяна, рад вас видеть. Рассказал вам немало способов, как это преодолевать. Буду рад всех видеть на марафоне. Буду рад видеть ваши комментарии после прямого эфира. Всем хорошей ночи, всем отсутствия прокрастинации и всем найти в себе силы записаться на наш марафон, который будет у нас 31 августа. Будет один единственный раз, и мы с вами хорошенько зажжем. Так, крупицы мудрости. Но какие же это крупицы? Это не крупицы, это прям кладезь. Все, мои хорошие, был рад всех видеть. Встретимся на марафоне. Пока.